Современному обывателю видится закономерным создание культа ребенка. До второй половины XX века катаклизмы и экономические коллапсы не щадили детей. Выживал практичный, приносящий пользу. Исходя из подобной логики, Средневековье и вовсе не признавало детство и презирало его. По мнению ряда французских исследователей, сам термин «детство» человечество открыло и осознало только в эпоху нового времени. В изучении вопроса произошли ощутимые сдвиги. Доступные нам источники рисуют иную картину. Ребенок не являлся маленьким императором. Время вносило свои коррективы в его жизнь, где необходимо было быстро обучаться и вооружаться, чтобы уцелеть. При этом дети не были обделены заботой и лаской, а воспитанию уделялось не меньше внимания, чем в современном мире. Появление ребенка считалось высшим проявлением как женской, так и мужской сущности. Настоящее семейное достояние. Большинство младенцев появлялось на свет законорожденными, но было и немало тех, кто нарушал предписанный церковью и правом регламент. Тем не менее, признавали всех и всех не только матери, но и отцы. Стоит сказать несколько слов о темах, на которые накладывается табу и сегодня. Контрацепция и радикальные меры в виде аборта были явлениями частыми не только в среде низших слоев, но и в знатных семьях. Грех возлагался на плечи обоих. На мужчину как подстрекателя, а на женщину как виновницу преступления. Выкидыш оставался обычным делом как на селе, так и в городе, но говорить о нем не следовало. Церковь зорко следила за подобными эксцессами. Про процесс протекания беременности известно немного. Это, вероятно, связано с тем, что все средневековые хронисты – представители сильного пола. Да, и демографическая ситуация оставила свои условия. Женщина в среднем рожала раз в 18 месяцев, если она находилась в браке. Осложнения в процессе беременности или же потеря плода ставились в укор бедной даме. Мужское семя тут ни при чем. Виноваты ветхие мехи, а не вино, которое туда влили. Рождение – дело не из простых в средние века. Оно осложнялось неумелыми действиями повитух и всевозможными инфекциями, которые могли отправить роженицу в лучший из миров. Дитя появилось на свет. Преодолев риск заражения инфекциями и болезнями, коих было ввоз и маленькая тележка, ребенок познавал мир. Родители же находились в постоянном напряжении, забрасывая себя вопросами, чей он, не подменили ли его. А если появлялись близнецы, то как отличить обычного младенца от сына дьявола? Подобные предрассудки и домыслы побуждали родителей совершать чудовищный поступок – детоубийство. В первые годы жизни ребенок должен пройти два главных обряда Средневековья – омовение и крещение. Он становился частью христианского мира. Пол новорожденного иногда предсказывали опытные повитухи, но зачастую этот вопрос не сильно волновал родителей. Мы можем посмотреть на реалии средневековой Европы и с уверенностью сказать, что мальчики были в приоритете. Обществу нужны были пахари, воины и продолжатели рода. Настоящим достоянием для семьи в действительности являлись дочери. В будущем они могли удачно выйти замуж и обеспечить семью потомством. Дети росли быстро и очень скоро начинали знакомиться с неприятными особенностями жизни человека. До 4 или 5 лет ребенок сталкивался с целым букетом заболеваний. Это были коклюш, скарлатина, корь и оспа. К 7-летнему возрасту доживали далеко не все.
Последствия плохой гигиены? Отнюдь. Частая смена белья и порой ежедневное трехразовое купание – важные детали, которые подчеркивают средневековые трактаты и семейные хроники. Естественно, все обязанности по уходу за нежным существом ложились на хрупкие плечи средневековых дам. Отец же помогал своему чаду после года встать на ноги и мог успокоить вопящего соской. Малыш имел собственный мир с игрушками, посудой, одеждой. Изображения того времени свидетельствуют о впечатляющей массе детских увеселений. Восковые фигурки, бутафорская посуда, солдатики, шарики, лошадки и игрушечное оружие. В средневековой Европе детский возраст разделялся на два периода: младенчество до 7 лет и юность до 16-17 лет. Таким образом, общество идентифицировало юное создание и решало, можно ли продолжать ребенку беззаботно проводить время, или пора забросить игрушки и начать заниматься серьезными делами. Безусловно, в сельской местности и в шумных городах семьи нуждались в помощниках и помощницах. Неокрепшее дитя в такой ситуации взрослело и познавало мир быстрее. В возрасте 12-14 лет юная девочка уже была готова к выдаче замуж, а молодой человек 15-16 лет проходил обряд инициации и становился мужчиной. Для средневекового обывателя ребенок являлся сакральной фигурой, которая находилась на стадии формирования. Он – важное звено в контакте потустороннего с реальным миром. Считалось, что дитя рождается с клеймом светлой или темной стороны. Его причудливые жесты и звуки первых месяцев жизни сравнивались с пением ангелов. Малыш транслировал желания ушедших в мир иной. Церковь рекомендовала с осторожностью относиться к детям и не донимать их расспросами и лишним вниманием. Также именно священнослужители установили отдельные стандарты воспитания и призывали следить за детским поведением. Любая провинность, неугомонное поведение и даже слезы – все это происки бесов, а нечистую силу следует изгонять. В данном случае довольно жестоко, с помощью хворостин или затрещин. Строгость к детям была твердым наказом христианской церкви родителям. Но находилось место и для родительских ласк. Они разделяли между собой обязанности в воспитании: за начальное образование до времени бурного развития школ, здоровье и гигиену отвечала мать, а отец занимался просвещением и объяснял юному созданию, какова роль авторитета Бога в его жизни. Подлинные пособия по воспитанию ребенка были доступны, начиная с IX-X веков, для обеспеченных слоев населения, элиты, клира, а позднее, в XV веке, и для бюргеров. Ребенок Средневековья – это существо, которое всегда окружено многочисленными родственниками. Братья и сестры, тети и дяди, реже бабушки и дедушки. Все они в равной степени, в зависимости от жизненных обстоятельств, влияли на самого маленького члена семьи. Еще одним важным фигурантом в делах семейных являлся брат матери. Он мог заменить отца и довольно серьезно повлиять на рост его статуса в обществе. Дитя находилось под влиянием сразу двух родов. Каждый из них мог оставить завидное наследство или же помочь с продвижением по карьерной лестнице, а также поделиться полезными контактами. Переболев целым букетом болезней, узнав, что такое домашняя работа, изучив азы грамматики и арифметики, ребенок переходил на новый уровень. Он становился подростком. Теперь его ждала взрослая жизнь со всеми законами и правилами.
о детях в средние века и об отношении к ним существует множество мифов. Основные точки зрения можно свести к трем. Первое. В Средневековье к детям были склонны относиться как к низшим животным существам или как к несовершенным маленьким взрослым, которых надлежало поскорее ввести в рамки и окультурить. Отсюда жестокие наказания и суровая дисциплина, ранние браки, детская одежда, представляющая собой уменьшенную копию взрослой, короткий период детства и так далее. Вторая. В Средневековье к детям относились особенно бережно и с любовью, памятуя об их хрупкости и слабости. Несомненно, роль сыграли высокая детская смертность и культ младенца Христа. И третье. В Средневековье к детям относились равнодушно, памятуя об их хрупкости и слабости. Чрезвычайно высокая детская смертность буквально не позволяла родителям слишком привязываться к своим отпрыскам. Смерть младенца считалась вполне закономерным событием и не вызывала бурных эмоций. Как мы видим, мнения историков порой прямо противоположны. Так или иначе, в глазах закона дети совершенно точно не считались низшими существами. За преступления в отношении детей закон карал так же, как и за преступления, совершенные в отношении взрослых. И ответственными перед законом дети становились задолго до достижения совершеннолетия и обретения полной юридической дееспособности. Мальчики в 14 лет, девочки в 12. Совершеннолетними оба пола становились в 21 год. Цитата. «Дети живут без мысли и без забот. Их легко рассердить и легко порадовать, и они легко прощают. Дети часто имеют дурные привычки и думают только о настоящем, пренебрегая будущим. Они любят игры и пустые занятия, не обращая внимания на то, что выгодно и полезно. Они считают важными дела, которые не имеют значения, и неважными важные дела. Они больше плачут и рыдают от потери яблока, нежели от потери наследства. Они забывают о милостях, оказанных им. Они любят разговаривать с другими детьми и избегают общества стариков. Они не держат секретов, но повторяют все, что видят и слышат. Они то плачут, то хохочут, постоянно вопят, болтают и смеются. Вымытые они снова пачкаются. Когда их матери моют их и расчесывают им волосы, они брыкаются, колотят руками и ногами и сопротивляются изо всей силы. Они думают только о своих животах, всегда желая есть и пить. Едва встав с постели, они уже жаждут пищи. Такими словами выразил средневековое восприятие детей францисканский монах XIII века, известный как Бартоломей Английский, в своей энциклопедии о свойствах вещей. Теория о средневековом воспитании детей как маленьких взрослых частично основывалась на том факте, что в средневековом искусстве дети одеты так же, как взрослые. Но это не совсем верно. На рукописных миниатюрах детская одежда, как правило, проще и короче взрослой. Миниатюры изображают детей за игрой в мяч, в куклы, в солдатики, то есть за развлечениями, которым дети предавались во все времена. Хронист Ламберт Ардшский рассказывает о том, что молодая графиня Гвинес, вышедшая замуж в 14 лет, в первый год брака еще играла в куклы. Хронист Геральт Камбрийский вспоминает, что его братья строили замки из песка, в то время как Геральт, будущий монах, строил монастыри и церкви. Что в Средневековье взрослые смотрели на детей как на взрослых,
распространенный миф. Нет ни одной миниатюры, на которой, предположим, дети пашут поле. Зато есть множество рисунков, на которых дети заняты играми. Иными словами, старшие сознавали, что дети отличаются от взрослых и что у них иные потребности. Существовал отдельный суд, в котором разбирались дела осиротевших детей и охранялись их права на наследство до достижения ими совершеннолетия. Если дети ничем не отличались от взрослых, почему было не предоставить им самим защищать себя в суде? Средневековые педагоги почти сплошь соглашались, что младенческий возраст продолжается до 7 лет. В этом возрасте ребенок не способен позаботиться о себе. Он нуждается в постоянном родительском присмотре. Впрочем, начиная с 7 лет, большинство детей уже способны выполнять определенные обязанности. Детство продолжалось от 7 лет до как минимум полового созревания 12-13 лет. Разные авторы расходились во мнениях, когда заканчивается детство и начинается взрослая жизнь. Предполагалась даже некая третья фаза, когда подросток становится физически зрелым и даже юридически ответственным, но еще не достигает состояния полной умственной зрелости. Эта фаза длилась до совершеннолетия и даже дольше. Обращаться с ребенком как и со взрослым значит в том числе требовать от ребенка зарабатывать на жизнь и поддерживать семью финансово. В отличие от англичан викторианской эпохи, которые активно использовали детский труд, причем дети 6-7 лет наравне со взрослыми трудились на фабриках и в шахтах. Детей в средние века, как правило, до 12 лет не посылали на работу, за которую полагалась бы настоящая плата. У них, несомненно, были свои обязанности: помощь по хозяйству, в лавке, в мастерской, в приемной семье. Но они не зарабатывали денег и не вносили свою лепту в семейный бюджет. Их работа, по сути, считалась не работой, а обучением. Взрослых ролей не возлагали на детей чересчур рано. Обычно лишь после 7-8 лет им поручали различную работу, чаще всего домашнюю. Мальчики следили за овцами и гусями, пасли и поили быков и лошадей, подбирали колоски после жатвы. Девочки собирали дикие фрукты, приносили воду, помогали готовить. По крайней мере, современники сознавали, как опасно давать слишком маленьким детям несоответствующие их возрасту обязанности: присматривать за огнем, носить воду, заботиться о младших. Родители старались не оставлять детей без присмотра, даже в деревнях, где старшие были заняты работой почти целый день. Местные судьи обычно с порицанием перечисляют трагические случаи. Маленький ребенок, оставшись без присмотра, вышел из родительского дома и упал в пруд. Двухлетняя девочка, будучи оставлена без надзора, погибла. Мод, дочь Уильяма Бига, оставили под присмотром слепой старухи, в то время как мать пошла в гости к соседям. Вернувшись, она обнаружила, что ребенок свалился в канаву и утонул. 7-месячного младенца оставили на попечении 3-летнего мальчика. Новорожденную девочку в колыбельке оставили под присмотром 3-летней Агнес. Та заигралась во дворе, а вернувшись, обнаружила, что младенец задохнулся. Маленькие девочки нередко гибнут, падая в реку, в колодец или в котел, стоящий на огне. Предостерегающе пишет современник. А из 5-летнего мальчика плохой опекун для грудного ребенка. Средневековые медицинские энциклопедии говорят о детях отдельно от взрослых, поскольку дети нуждаются в особом уходе. Специальные трактаты, например, сочинения знаменитой Тротулы,
преподававший в XII веке в медицинской школе Салерно, предписывали особо тщательный уход за новорожденными. В них содержались инструкции, как перевязывать пуповину, купать младенца, устранять слизь из легких и горла. А горе матери, потерявшей ребенка, порой бывало настолько велико, что требовалось вмешательство окружающих. Одна дама в Лондоне, у которой умерла новорожденная дочь, прожившая всего 2 дня, так рыдала и вопила, как будто у нее разрывалось сердце. Она уверяла, что хочет сойти вслед за дочерью в могилу, и отказывалась от еды, так что ее пришлось кормить насильно. Средневековое право также выделяет детей в особую категорию, наделенную личными имущественными правами, которые в период малолетства требуют опеки. Само понятие малолетства подразумевало уязвимость и потребность в специальной защите. Разумеется, шлепнуть малыша, который протянул руку к кипящему котелку, порой кажется гораздо более действенным и эффективным средством, нежели разъяснение или брань. В принципе, говоря о жестоких наказаниях детей, следует помнить, что не менее суровым наказаниям подвергались и взрослые. Впрочем, далеко не все воспитатели и наставники считали телесные наказания единственным возможным способом. Так педагог и ученый VIII века монах Алкуин в принципе возражал против них, утверждая, что телесные наказания не приносят никакой пользы и лишь отупляют ребенка, и предлагая взамен действовать на ученика убеждением и внушением. Порой воспитательные меры действительно могли зайти настолько далеко, что требовалось юридическое вмешательство. Так подмастерья не раз жаловались на жестоких хозяев, которые избивали их по пустякам и даже по-настоящему истязали. Одному проткнули руку каким-то железным предметом, другому сломали палец и так далее. А некая жительница Лондона, которой в мастерскую зашел поиграть маленький сын соседки и взял из корзины кусок шерсти, так ударила его кулаком по голове, что мальчик умер спустя 2 дня. Заметим, что суд оправдал женщину, признав убийство непреднамеренным и случившимся в результате вполне законного желания дисциплинировать расшалившегося ребенка. Впрочем, за тем, чтобы педагогическое воздействие не сделалось чрезмерным, наблюдали не только власти, но и самые обычные люди. Так соседи вмешались, увидев, что на Лондонской улице какой-то лавочник бьет мальчишку-водоноса. Последовала потасовка, и мучителя вынудили оставить ребенка в покое. Соседи не знали мальчика, но тем не менее вступились за него. Более того, они отвели лавочника в суд и настояли, чтобы тот был оштрафован за причиненный ущерб. Средневековые родители любили своих детей, в общем, так же, как и среднестатистические современные родители. Общество требовало иного воспитания, нежели в наши дни, но это не значит, что родительской любви не существовало. На каждого жестокого родителя, несомненно, можно найти пример родителя нежного и любящего. Миф о том, что средневековые родители не любили своих детей, в том числе подкрепляется ссылками на то, что мальчиков реже девочек из знатных семей весьма в нежном возрасте отдавали на воспитание в чужие семьи. Как правило, все же это была не вполне чужая семья, а родственники по крови или по браку. Отправка юных дворян в чужие семьи на обучение и воспитание служила многим целям. Так мальчики приобретали социальные навыки, учились подобающим манерам, ведению дел, усваивали рыцарские добродетели. Во-вторых, приемная семья могла иметь более высокий статус, нежели родная. В таком случае мальчик имел шанс изрядно продвинуться в жизни.
Приемная семья становилась фактически второй родной. Создавались необходимые связи, расширялся круг полезных знакомств. В-третьих, образованные люди и представители церкви поощряли родителей отдавать детей на воспитание, памятуя о том, что в кругу чужих дети ведут себя иначе, нежели среди родных. Родители из любви к детям зачастую не в состоянии воспитать своих отпрысков в должной строгости. Если ребенок в раннем возрасте не научится смирению и послушанию, он, скорее всего, не станет порядочным человеком и в конце концов попадет в ад за свои грехи. Для девочек воспитание в приемной семье было полезно в том смысле, что воспитатели зачастую помогали подыскивать ей мужа и даже снабжали приданым. Приемная семья нередко осуществляла опеку, если подопечный терял отца или обоих родителей, не успев достигнуть совершеннолетия. Дети оставались близки к своим родителям, братьям и сестрам, даже если проводили много времени порознь. Сохранилось немало задушевных писем, адресованных родным и близким. Когда юный Вильям Маршалл, будущий граф Пембрук, отбывал в Нормандию, чтобы стать оруженосцем, он, как сообщает его биограф, горько плакал, расставаясь с матерью, братьями и сестрами. Взрослым случалось и отдавать жизнь ради детей. Одной августовской ночью 1298 года в Оксфорде от свечи загорелась солома на полу. Муж и жена выскочили из дома, но, вспомнив о своем младенце-сыне, жена бросилась обратно, чтобы найти его. Вбежав, она глотнула горячего воздуха и задохнулась. В другом случае был убит отец, защищавший дочь от разбойников. А однажды Джон Гарп, грузчик, шел по улице, когда какой-то юноша проскакал мимо на коне полным галопом и сбил с ног ребенка. Джон ухватил коня за уздечку и сказал беспечному всаднику, что надлежит быть осторожнее. Тот в ответ выхватил меч и убил благонамеренного лондонца на месте. Жены крестьян-ремесленников сами выкармливали своих детей, если этому не мешали какие-то обстоятельства, например, болезни. Состоятельные же женщины в XIII веке прибегали к услугам кормилиц настолько широко, что приходские священники в своих проповедях пытались противодействовать этой практике, утверждая, что она противоречит как Писаниям, так и науке. Но проповеди и притчи слабо действовали на знать, которая продолжала приводить в дом кормилиц, которые не только вскармливали младенцев, но и ухаживали за подрастающими детьми. В семьях с достатком каждый ребенок мог иметь собственную няньку. Выбирая кормилицу, ответственные родители искали чистую, здоровую молодую женщину с хорошим характером и следили, чтобы она придерживалась правильного режима и диеты, побольше отдыхала, хорошо спала, воздерживалась от соленой, острой, кислой и вяжущей пищи, особенно чеснока. Ну и избегала волнений. Средневековые дети не переживали продолжительного периода формализованного взросления, который разработали современные системы образования. К детям относились как фактически взрослым с момента наступления половой зрелости, о чем свидетельствует ранний возраст, в котором мальчики и девочки считались способными вступать в брак. Впрочем, браки детей заключались исключительно в аристократической среде. Крестьяне и ремесленники этого не делали. Относительно ранний, на наш взгляд, возраст вступления в брак отнюдь не казался таковым в XIII веке по вполне разумным причинам. Средняя продолжительность жизни крестьян составляла 45-50 лет. У людей состоятельных лет на 10 больше.
Женщины обычно переставали рожать в возрасте около 35 лет. Весьма незначительное количество женщин рожали в 40 и старше. Иными словами, женщина была просто вынуждена быстро взрослеть и раньше обзаводиться потомством. Девочка знала все, что ей надлежало знать об обязанностях жены и матери уже в раннем подростковом возрасте. Для юных жен из знатных семей, помимо прислуги, как правило, в доме держали какую-нибудь почтенную Матрону, с которой можно было посоветоваться по поводу беременности, ведения хозяйства, выкармливания детей и так далее. Современники прекрасно понимали, что обязанности жены и матери – тяжкий труд. Готовя девочек с ранних лет к роли будущей хозяйки дома, по вступлении в брачный возраст их, разумеется, не бросали на произвол судьбы, как кутят воду, а напротив, окружали помощью, советами и наставлениями. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.